Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о еще не вышедшем клипе You Can Do Better за авторством Реаниматора. Итак, не будем тянуть, но и мы начинаем. Ну и по классике начнем с превьюшки. И какая же она сочная. Во-первых, на ней можно увидеть Ванессу. Видимо, она не померла за кадром, а просто занималась разными делами, покинув свою племянницу. Тетя Года ничего не скажешь. Ходят слухи, что она работала с Кейном, но подробностей, увы, у нас нет. Я здесь, ведь сделка такова, и мне плевать на твои слова. Также на превью можно увидеть Кейна в роли кукловода, что олицетворяет его темные делишки и крысиные маневры. Но об этом как-нибудь в другой раз. Позади героев можно увидеть членов элитарного корпуса и визорских ангелов. И все основные персонажи находятся возле стен крепости Глейшер-Форд. Да, той самой, которая была отстроена после нескольких нападений. За счет этого можно понять, что вся суть клипа заключается в объединении всех сюжетных линий в одну целую. Условно, крестоносцы собираются вместе и идут набивать на Еусу его отсутствующий нос, имеющиеся фросборнские войска отступают и перегруппировываются в Глейшер-Форде, а силы неопалимого восстания по призыву Кейна пойдут помогать в битве с Наеусом. Но обо всем по порядку. По слухам, в клипе не будет диалогов, что немного разочаровывает. Разумеется, опыт показал, что раскрытие лора и без диалогов не составляет проблем, но все же это печально. Само же превью разделено на две части, которые объединяет Кейн. Очевидно, левая часть, за исключением Флинта, будет разбираться с делами в Незере. А в Незере тем временем из-за возвращения принцессы начинается кипиш. Плюс напомню вам, что все былые звездоносцы Незера воскресли из-за взрывной волны энергии кристалла и звезды. Именно звездоносцы, а не хранители звезд. Тот же Глутон не использовал звезды, поэтому как был трупом, так им и остался. А значит, Кая также вернется. А поскольку Наеус будет слишком занят, чтобы ее наказывать, она спокойно может полететь на поиски Азуры, дабы свершить свою месть. Азура же, после взрыва кристалла, судя по всему, будет странствовать по Багровому лесу. Увы, ее не взяли в плен, как я рассчитывал, и по слухам она наткнется на Ванессу, которая выведет ее к базе неопалимого восстания. Напоминаю, что крылья Азуры были уничтожены еще в Азаденджи XL, а без них она не представляет сильной опасности. Да, у нее все еще есть ее световой меч, бандаж и пистолеты, но заряд, как показывает опыт, не вечен, поэтому ее шансы на победу в битве 1 на 1 стремительно уменьшаются. А если Кая нападет на Азуру до того, как та наткнется на повстанцев, то очевидно, что ученую найдут именно из-за шума битвы, устроенной Каей. И было бы круто, если бы именно Ванесса спасла бы Азуру, показав всю свою мощь, какой бы она там ни была. Так или иначе, Азура скорее всего попадет на базу восстания, где встретится с Кейном, офигеет от его крысиных замыслов, а также познакомится с Абигейл, о которой слышала так много рассказов от Рейна. Абигейл же может удивиться тому, что Рейн пережил столько приключений, а она даже не догадывалась об этом. В общем, обменявшись информацией, они отправятся в Оверворлд, дабы помочь людям отбросить армию Незера. Тем временем в Оверворлде столица Фросборна выходит из-под контроля собственного народа. Да, изначально мне казалось, что Флинт успешно отобьет замок от атаки ангелов, но, как показывает практика, это не так. Все же воины Каи захватили эту локацию, и теперь Флинт с Сифионом пытаются ее отбить. Они укрылись в деревне, расположенной рядом с замком, и партизанскими методами будут потихоньку устранять врагов. То, что это им удастся, я сомневаюсь. Учитывая, что перевес не на их стороне, да и позади ангела валяется фросборнский лучник, выглядящий в точности так же, как и командир Сифион. Плюсом для выживших в этой ситуации является то, что в замке все еще находится кристалл. А поскольку Каи здесь нет, то, возможно, ангелы выполняют приказы Наеуса и будут пытаться его отыскать. Тем самым частично забив на остальные войска выживших. Но учитывая, что его изучением занимались довольно умные люди, Ностра, Азура и Ланс, то я и не сомневаюсь в том, что кто-то из них, до того как свалить из замка, уж точно спрятал кристалл так, что его будет сложно найти. За счет этого у Флинта будет время для продумывания тактики и контратаки. К тому же, если ангелы действительно выполняют приказы Наеуса, они также будут должны попытаться освободить их Оксфорда. В противном случае он им будет нафиг не нужен. Суть в том, что никто точно не знает, что случилось с Каей. Она
она просто свалила в Незер и не вернулась. Император же еще не достиг замка, да и послать кого-то не мог, потому что все летающие войска заняты осадой замка. Так что освобождение Хоксворта уж точно можно вычеркивать из списка их дел. А в то, что Кралос появится на своем драконе перед Наеусом в самом начале клипа и может полететь атаковать Фразборнскую столицу, мне верится слабо. Флинт же, по факту, будет должен как-то вернуть замок. Как именно, без понятия. Летать он пока что не научился, хотя среди его соратников есть Майя, владеющая геомантией, так что шансы у бандита есть, пускай и небольшие. А тут еще оказывается, что к бою присоединится и старая подруга Флинта, Ава, видимо использующая пистолет Дейла. А еще, судя по объему вытекающей из Флинта крови, ангелы умудрились его пырнуть, а Ава, судя по всему, пытается спасти его шкуру. Но обо всем этом стоит рассказать в отдельном разборе. И как по мне, Было бы круче, если бы замок не удалось отбить, а фразборнцы бы лишились своей столицы и перегруппировались бы в Глэшерфорте. Да, таким образом мы теряем стратегическую точку, но при этом мы получаем и объединение всех фразборнских войск в одном месте, что ведет к одному из масштабнейших сражений, и эмоциональную встряску от переживания за судьбы героев, и демонстрацию находчивости снежного народа в условиях отсутствия привычных ресурсов по типу продвинутых лабораторий. Более того, пока замок осаждали, основные фразборнские войска участвовали в битве на далеких равнинах, и прямо сейчас они лишь возвращаются с поля боя. И это уже арка персонажей с правой части превью. За войсками Патрика и Хильды явно будут следовать имперские силы, ведомые самим императором. Так что герои уж точно не успеют добраться до замка и помочь Флинту его отбить. А значит, тактическое отступление в ближайший укрепленный город явно будет не лишним решением в подобной ситуации. Тем временем, оставшиеся крестоносцы, знатно так набухавшись в таверне, поняв, что их приятель Кейн куда-то исчез, идут или планируют идти на его поиски. Однако сильно офигевают от того, кого он с собой приведет. Ну, либо же не сумеют найти его и просто вернуться в Фростборнские земли, где узнают, что Глэшерфорт подвергся осаде империи, и вскоре умчатся спасать родину Рейна. А уже там пересекутся с отрядом Кейна, офигеют от встречи с принцессой и вместе отбросят войска империи, попутно удивляя Наеуса возвращением Абигейл и Ванессы. Лично я сам В офиге. И в концовке клипа все дружно отпинают Кейна за его сомнительные махинации и дружно отправятся отбивать столичный замок. Наеус же, которого могут вынудить отступить из-за нанесенного ему урона кристальной магией, будет в ярости от произошедшего, но получит весточку от Кралоса касательно того, что его люди сумели оживить павшего в Эндервиш дракона. И теперь новооплаченный лорд драконов летит в Оверворлд, чтобы оказать помощь своему императору. И на этом, по идее, должен закончиться весь клип. В целом, я вижу его примерно таким. Каким он будет, ну, собственно говоря, скоро и узнаем. А пока что на этом все. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока. будем с вами на связи. До скорых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока. Ёкарный бабай!